Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро, а это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я хотела бы рассказать вам о нашем втором закрытом канале на Бусти. Слева сейчас появится QR-код, по которому вы можете перейти и за подписку всего в 299 рублей в месяц смотреть шок-контент и те расклады, которых нет и не будет здесь, на YouTube-канале, потому что YouTube их может заблокировать, друзья. Для этого существует второй закрытый канал на Бусти. И я благодарю всех тех подписчиков, которые с нами на закрытом канале на Бусти уже с прошлого года. Друзья, ваши имена и ники сейчас появятся на ваших экранах. Вы помогаете нам становиться лучше. Благодаря вам мы выпускаем много интересных новых видеороликов, видеораскладов, о которых невозможно молчать, но которые нельзя публиковать здесь по причине цензуры YouTube-канала. Также для тех, кому неудобен Бусти, кто не может там зарегистрироваться по определенным причинам, есть закрытый телеграм-канал, где все те же самые видеорасклады, что и на Бусти, и стоимость такая же 299 рублей в месяц. Для того, чтобы зарегистрироваться, для того, чтобы попасть на закрытый телеграм-канал, напишите мне, пожалуйста, в личку. Моя личка указана в комментариях под любым видео. Я вас туда подключу, друзья. Также напоминаю вам о возможности заказать личный расклад, консультацию. У меня обряд, и мы делаем также обрядовые свечи из натурального воска своими руками. Свечи с рунами, очень красивые, интересные. Для каждой ситуации своя руна или свой рунический став. Пожалуйста, обращайтесь за обрядовыми свечами, личными раскладами ко мне в личку. Личка, как я уже сказала, указана в комментариях под любым видео. Также по вопросам обучения картам Таро или любому оракулу, который вам нравится, также можно обращаться в личку. Напоминаю вам о том, что этому видео, если оно вам действительно понравилось, можно поставить лайк после 30 секунды, так как YouTube считывает лайки только после 30 секунды, друзья. И подписаться на канал, жмите на колокольчик. Колокольчик всегда укажет вам, какие новые видеорасклады есть на моем канале. Друзья, сегодня с нами карты Алистера Кроули, карты Тота. Здравствуйте, карты. И поговорим мы с вами сегодня о замечательном человеке Михаиле Николаевиче Задорновом. Актере, драматурге, сатирике, в последнее время более известным как автором гипотез в области этимологии русского языка, русского слова, истории славян, рассматриваемых в разных источниках как псевдоисторические и псевдолингвистические. Это я вам сейчас говорю то, что в Википедии написано. Критика не жаловала Михаила Николаевича, всячески пытаясь обвинить его то в плагиате, то в сумасшествии, хотя, казалось бы, на сумасшедших особого внимания и не обращают. А тут оно было сосредоточено прямо на Задорновом. И пристально следили за тем, что он говорил. А это означает, что так или иначе человек пытался донести до нас правду о настоящей истории русского народа, истории славян, а не о написанной в книжках сказке, как сейчас принято читать, да, у нас с молодых лет, с молодых ногтей. Ну, сначала мы, конечно же, начнем с характеристики личности Михаила Николаевича. Карты, покажите мне, пожалуйста, характеристику личности Михаила Задорнова. Характеристика личности, его основная суть. Характеристика личности Михаила Задорнова. Каким человеком он был, каким человеком он на самом деле являлся и каким человеком его видела Вселенная. У меня переворачиваются две карты. И эта карта, как это ни странно, 15-го старшего аркана Дьявол. И карта шестерка мечей. Шестерка мечей – это стояние на чем-то, состояние в чем-то или манипуляция кем-то извне. Манипуляция дьяволом здесь, собственно говоря, да, за ним стояли какие-то силы. Темные, как мы видим, да, здесь 15-й старший аркан Дьявол, силы удерживающие. Здесь еще можно сказать о том, что силы могли стоять за ним темные, потому что они хотели его забрать себе, забрать его душу себе, да, это не обозначает, что Михаил Николаевич работал на темные силы. Если говорить именно конкретно про характеристику личности, то 15-й старший аркан Дьявол непростой. Это человек, которого слушают и слушаются. Это человек, который повелевает пространством и людьми, которые находятся рядом с ним. Он собирает их в одном месте. Шестерка мечей – это сбор людей, сбор народа, в одном месте для того, чтобы говорить, для того, чтобы вещать, собственно говоря, чем он и занимался. Он хороший оратор, человек, который может притягивать и привлекать к себе внимание, взгляды других людей и который может чему-то обучить, может держать всех в узде или под контролем. 15-й старший аркан Дьявола об этом говорит. Также Дьявол говорит об аддикции, о привязанности, то есть к этому человеку привязывались, притягивались, и если даже один раз он встретится с человеком, этот человек никогда не забудет о Михаила Николаевича и постоянно будет о нем помнить, вспоминать, что он ему говорил. Его слово как, не то чтобы как закон, да, его слушали то, что он говорил.
вполне возможно, прислушивались к его советам. Здесь вот об этом речь. Человек, который ниспослан свыше для того, чтобы давать какую-то информацию и эту информацию приводить в действие. Вот такая необычная, интересная характеристика личности. И еще, как я уже сказала, либо за ним могли стоять темные силы, либо темные силы могли стоять за его спиной, ожидая его душу и очень хотели забрать его душу себе, да, потому что она была крайне важна, крайне нужна, потому что шестерка мечей у нас еще обозначение некого алтаря, пространства, которое окружает этого человека, это, знаете, как кокон, какая-то очень мощная защита была у этого человека свыше, именно свыше, поэтому вполне возможно, что его так не любили глобалисты, да, об этом мы поговорим чуть позже. Это характеристика личности, основная суть Михаила Задорнова. Сильные и слабые стороны. Сильные и слабые стороны. Давайте рассмотрим сильные и слабые стороны. У всех у нас они есть по характеристике личности. Сильные и слабые стороны Михаила Задорнова. Его сильные стороны и его слабые стороны. Сильные стороны — шестерка дисков. Шестерка дисков — идти вперед, заканчивать до конца задуманное, ставить цель и, соответственно, идти к этой цели, да, идти к этой цели, и пока я не добьюсь этого, ничего не будет. Дальше я другую цель ставить не буду, потому что мне нужно закончить одну цель. Вот я иду к ней, я стремлюсь к ней, и это мое все. Я об этом думаю, ночами могу не спать, но самое главное мне это сделать. Шестерка дисков у нас здесь говорит об этом, именно в колоде Алистера Кроули. Его слабые стороны. Слабые стороны — пятерка мечей. Пятерка мечей — это тут скорее не про обиду, а про расстраивается человек. Вот расстраивается, когда его словам не верят, или когда ему не доверяют, или когда опровергают то, что он говорит. Здесь есть какой-то момент расстройства, но здесь скорее не обида, а мне сердечно жаль, мне тяжело, мое сердце болит, мое сердце страдает, ноет от того, что вы мне не доверяете, от того, что вы пытаетесь опровергнуть мои слова, от того, что вы говорите, что я говорю какие-то псевдоисторические факты. Мне это больно, мне это жаль. Я, возможно, это не выскажу вам, я не выражу, возможно, своей какой-то боли, но, тем не менее, в глубине души у меня это есть, и это меня пожирает. И это, конечно, его слабая сторона, потому что здесь он должен был абсолютно умеренно смотреть на состояние и на мнение других людей о нем, но он не мог этого сделать. Возможно, внешне он не выражал этого, как я уже сказала, но внутренне, глубоко внутри ему было прям тяжело с этим смириться, с тем, что кто-то может ему не верить. Вот здесь вот такой некий элемент, даже не то чтобы тщеславие, да, вот мне все должны доверять, а ну как же вы мне не верите? Но я же говорю истинную суть, истинную правду. Вот здесь об этом речь. Вот это сильные и слабые стороны Михаила Николаевича Задорнова. Ценности Михаила Задорнова. Давайте посмотрим ценности, потому что от этого будем и плясать дальше, да, мы увидим, что по-настоящему ценил, что по-настоящему любил, что приносило счастье Михаилу Николаевичу. Ценности, истинные ценности Михаила Задорнова. Истинные ценности Михаила Задорнова. Восьмерка жезлов. Восьмерка жезлов, истинные ценности — это добиться правды любой ценой. Истинные ценности — это чтобы был мир во всем мире. Истинные ценности, чтобы друг с другом люди из разных земель, из разных городов могли вот так вот пожать друг другу руки и сказать, что я брат, я сестра. Действительно, у него какие-то такие глобальные, да, глобальными масштабами мыслил человек, глобальные мечты, глобальные ценности. И здесь, чтобы из разных городов, из разных стран друг другу люди могли пожать руки, сказать, что я твой брат, я твоя сестра, и была бы радость и счастье на земле и на планете. И что женщины и мужчины всегда вместе, как брат и сестра, да? Даже несмотря на то, что это муж и жена, чтобы они дружили, чтобы они доверяли друг другу и поддерживали друг друга. И здесь еще радуга у нас не зря обозначена, радуга как признак мира на всей Земле, на всей планете. Здесь об этом речь. Его истинные ценности выражались как раз-таки в этом, друзья. Хорошо. Покажите мне, что точно нужно знать об этом человеке. Карты, вот как вы сами думаете. Покажите мне, что точно нужно знать о Михаиле Задорнове, об этом человеке, но этого нет в свободном доступе. Покажите мне, что точно нужно знать об этом человеке. Что точно нужно знать о Михаиле Задорнове, но этого нет в свободном доступе. Покажите мне, что точно нужно знать о Михаиле Задорнове.
Что-то с женщиной, что-то с интимной сферой, почему-то здесь мне показывают, друзья. Потому что карта сила здесь обозначение интимной сферы. Интимная сфера, как-то вот припирания какие-то в интимной сфере с некой королевой кубков, вот именно с женщиной. Женщина из семьи, причем женщина либо состояла с ним в браке, да, десятка кубков, здесь королева кубков, любимая женщина, причем состоявшая с ним в семье, в браке, и вроде друг друга понимают, и вроде содружество есть такое, да, по четверке кубков, но однако что-то не получается, вот либо в интимной сфере, либо не получается, как зачать ребенка, либо еще одного ребенка хотели зачать, и не получилось, да, почему? Потому что карта силы здесь выражение сексуальной энергии, а здесь сексуальная энергия не находит выхлопа, не находит выхода, или не находит выхода зачатия, да, какое-то, еще одного зачатия не произошло, которое бы очень хотелось по восьмерке кубков. Вот здесь его просто нет. Все ковши, все кубки пусты, они не наполнены, хотя во всем остальном есть полное взаимопонимание, поддержка друг друга в семье с любимой королевой кубков. Вот здесь об этом говорится, друзья. Но то, что точно, ну, не знаю, точно ли это нужно знать, да, но знаете, что хотя бы, что вполне возможно Михаил Задорнов хотел еще одного ребенка, да, здесь вот об этом речь. Хорошо. Детство, влияние отца и матери на Михаила Задорнова. Детство Михаила Задорнова, влияние отца и матери. Как прошло детство? Сначала давайте спросим. Как прошло детство Михаила Задорнова? Как прошло детство Михаила Задорнова? Королева мечей, какая-то строгая королева мечей, которая в то же время строгая любимая королева мечей, строгая мама, может быть, да, была здесь. Здесь, знаете как, строгая любимая, но не могу найти с ней коннект. Не может найти коннект с женщиной. Скорее всего, это все-таки мама. Почему? Потому что мы спрашиваем именно про детство, про влияние отца и матери. Королева мечей строгая, жесткая, женщина-узурпатор, мое слово последнее, мое слово закон. Женщина, которая в семье, да, в семейных взаимоотношениях, в дружеских взаимоотношениях он находится с ней, постоянно с ней соприкасается, любимая по шестерке кубков. Шестерка кубков здесь не то чтобы даже любимая, здесь карта хороших воспоминаний. Несмотря на то, что жестокая была, несмотря на то, что жесткая, воспоминания остались хорошие об этом человеке с детства. Хорошие воспоминания с детства. Но вот здесь девятка жезлов – это какие-то припирания. Не можем найти коннект, не можем прийти к одному знаменателю с этой женщиной. Хорошо. Влияние отца и матери. Вот здесь почему-то детство очень ярко вот выражено этой женщиной одной. Здесь воспоминания о женщине, которая оставила много ярких моментов, каких-то впечатлений в памяти, но тем не менее невозможность найти коннект. Влияние отца на Михаила Задорнова в детстве, влияние отца на Михаила Задорнова. Влияние отца или его фигуры, можно сказать, да, королева жезлов выходит, вы представляете? Вот влияние отца, как я не вижу влияние отца, я вижу влияние матери. Оно прямо идет на него, она давлеет. Потому что, говорю про мужчину, выходит женщина. Все-таки давайте спросим еще раз. Влияние отца на Михаила Задорнова. Либо отца вообще не было, либо он с ним не жил, либо отец рано ушел из жизни. Я, к сожалению, не знаю, не могу вам сказать, потому что я не смотрела именно детско-родительские отношения Михаила Задорнова. Если вы что-то знаете, вдруг напишите, пожалуйста, в комментариях. Но здесь именно явно влияние женского рода идет, женского пола. Отца как будто либо не участвовал в жизни, либо мало общались, либо вот мама именно как-то наседала, да. Влияние отца на Михаила Задорнова. Карта мир. Карта мира здесь может обозначать либо неяркое общение, то есть не постоянно пересекаются, не постоянно общаются, или как в одном замкнутом пространстве. Либо, как вы знаете, 21-й старший аркан мир, как постоянно куда-то уезжал, постоянно где-то был, и не находился в поле зрения отца, или отца было мало в жизни. Вот здесь вот об этом речь. Здесь почему-то постоянно материнская фигура. Хорошо, а влияние матери на Михаила Задорнова? Каково было влияние матери на Михаила Задорнова? Каково было влияние матери Михаила Задорнова на него в детстве? Прививала любовь к
светлому, к доброму, к чистому, да, вот здесь вот прививать любовь к природе, возможно, к животным, потому что у нас не зря здесь королева жезлов все-таки с животным, да, показано, со зверем показано у нас, с гепардом. Но в любом случае как-то вот наседала, и вот тебе вот это нужно выучить, ты вот сюда должен сходить, тебе здесь нужно что-то сделать, да, опять принцесса кубков, опять женщина, у нас много женских карт вышло. Прививала любовь к хорошему, к светлому, однако какими-то такими методами очень жесткими, деспотичными, я бы даже сказала. И по карте колесницы, вот здесь колесничий хочет оторваться от мамкиной сиськи, извините меня, да, за выражение. И хочет он уйти уже из родного дома, уехать для того, чтобы начать самостоятельную жизнь. Здесь колесничий у нас не с диском, здесь колесничий у нас как переворачивает чашу и показывает нам пустую чашу, что все, чаша терпения иссякла. Я хочу улететь из родного гнезда, я хочу улететь из родного дома. А вот именно это обозначение в картах Алистера Кроули про колесничего. Я не могу самостоятельно влиять на свою судьбу, на какие-то аспекты в своей жизни, в своей судьбе, потому что влияет и давлеет надо мной мама. Да, она прививает мне любовь к светлому, к животным, к людям, к травкам, муравкам, да, но я хочу свободы, я хочу свободы. Такое ощущение вот отцовской фигуры я не чувствую. Я не чувствую мужского почему-то. Вот именно наседает женщина. Травмирующие события из детства, повлиявшие на становление во взрослом возрасте. Травмирующие события из детства Михаила Задорнова, повлиявшие на его становление в уже взрослом возрасте. Если такие были, конечно, да. Травмирующие события из детства Михаила Задорнова, повлиявшие на его становления во взрослом возрасте. Были ли какие-то травмирующие события? Карта «Время», 20-го старшего аркана «Страшный суд», карта «Просветление». Смотрите, какие большие арканы выходят у нас, да? Карта «Солнце», карта «Просветление». По-другому Алистер Кроули. Здесь нарушен был закон времени. Нарушен закон времени, либо так не должно было быть, а меня отправили вот куда-то или сделали со мной что-то, что не должно было со мной происходить. Либо я слишком рано куда-то пошел, но не должен был идти, потому что время еще мое не пришло, а меня уже не в младенчестве, в пубертатный период, в юношестве меня уже куда-то отправили, а после чего моя жизнь изменилась на 180 градусов по десятке мечей, причем я этого не хотела, потому что десятка мечей выходит. Я не хочу, чтобы моя жизнь менялась так быстро. Что-то со мной сделали, что, конечно же, повлияло на мое становление во взрослом возрасте. Сделали что? Принцесса мечей, опять посмотрите, опять женщина выходит, да? Что-то сделала женщина в семье для того, чтобы он пошел к путь просветлению, для того, чтобы он пошел выше. Мы еще посмотрим, заключал ли кто-то темный договор с Михаилом Задорновым, потому что здесь такое вполне возможно, несмотря на то, что мама обучала хорошему светлому, люби животных, люби детей, люби людей, заключение темного договора вполне возможно для того, чтобы сын пошел выше, пошел дальше, да? Хочу для сына лучшего, и поэтому вполне возможно, что мама не думала, какие последствия повлечет за собой темный договор. Хотя мы еще не рассматривали этот момент, друзья. Вполне возможно, что темного договора там нет. Итак, принцесса мечей, как я уже сказала, повлияла на становление личности Михаила Задорнова в очень раннем возрасте. Сделала что-то, чего не должна была делать. Вполне возможно. Я сам разберусь, как бы говорит Задорнов, но здесь время. Дай мне время. Но ты не даешь мне времени. Ты как будто быстрее меня спихиваешь куда-то, чтобы я пошел наверх. А я, вполне возможно, этого не хотел в десятке мечей, но пришлось идти в какую-то новую жизнь, потому что десятка второй – это всегда переход во что-то новое, друзья. Травмирующие события, травмирующие события из детства Михаила Задорнова, повлиявшие на его становление во взрослом возрасте. Здесь такие очень серьезные карты выходят. Опять, да, хочу уехать быстрее от мамы, потому что она мешает мне и говорит, как мне быть, как мне жить, что мне делать, как-то давлеет надо мной. Я не знаю, к сожалению, когда, в каком возрасте ушла его мама, но я вижу давление от женщины. Причем женщина что-то сделала для того, чтобы сын продвинулся вперед, ближе к солнцу, но солнце может опалить крылья, если неправильно что-то сделать. Как Задорнов пришел к славе и к известности? Вот давайте как раз-таки узнаем, да, какими силами, своими ли силами, это заключение темного договора было, или кто-то заключал договор за него. Как Михаил Задорнов пришел к славе и известности? Как Михаил Задорнов
пришел к славе и к известности. Он пришел своими силами. Он пришел своими силами к славе и известности. Это было заключение темного договора. Или кто-то заключил договор за него. Как Михаил Задорнов пришел к славе и к известности? Своими силами? Нет. Стоп, блок, ему не позволили бы продвинуться вперед, не позволили бы пройти вот этот путь к Солнцу, да, как мы только что с вами сейчас смотрели 19-й старший аркан, кстати, очень непростой, особенно в этой колоде. И девятка жезлов — это преграда какая-то, это забор, через который невозможно перешагнуть, переступить. Темный договор. И да, и нет. Заключение темного договора через кого-то. Да, через кого-то. Десятка мечей. Десятка — это переход в новое. Заключение темного договора — семерка жезлов. Не позволили бы заключить самому. Непозволение самому пройти к славе, не позволили заключить самому темный договор. Видимо, он был еще мальчиком, то есть он был еще ребенком, детская энергия, когда был заключен этот темный договор, простите. Еще в детском возрасте до 12 лет родитель имеет право заключить темный договор за ребенка, за своего. Что такое темный договор, как его заключают люди? Пожалуйста, проходите, посмотрите, у меня где-то здесь появится ссылка. Также есть данный видеорасклад на моем канале. Кто-то заключил темный договор за Михаила Задорнова, правильно? Я правильно понимаю? Опять это десятка мечей вышла. Он не хотел, но это сделали. Такое ощущение, что человек узнал в детстве, что это сделали за него. Опять мне приходит на ум карта время. Ты не дала мне королеву кубков. Представляете, ты не дала мне времени, королева кубков. Женщина, любимая мама, мать, любимая женщина. Здесь именно материнская энергия идет, друзья. Здесь не то, чтобы какая-то женщина за него заключила, потому что имеет право заключить только родитель, либо мужчина, либо женщина. Здесь женщина заключила договор за сына, друзья. Так, хорошо. Если договор имел место быть, а он имел место быть, то вообще есть ли талант сатирика и драматурга у Михаила Задорнова? И смог бы ли он сам все-таки продвинуться? Мы уже увидели, что ему бы не дали, но давайте все же посмотрим, смог бы он сам через какое-то время, пусть не так быстро, продвинуться к славе и к известности. Есть ли вообще талант сатирика, драматурга, актера у Михаила Задорнова? Есть ли вот этот талант, с которым можно продвинуться дальше? Или все-таки это после заключения темного договора появилось? Есть ли талант у Михаила Задорнова, талант сатирика, драматурга на самом деле? Есть ли такой талант? Тройка кубков. Через кого-то получен. Талант заблокирован. Заблокирован либо высшими силами, либо низшими силами, да, потому что я здесь не вижу особого таланта, да, который из него исходит. Здесь тройка кубков. Тройка кубков – это помощь, взаимовыручка. Помощь через кого-то, обучение через кого-то, тройка кубков – это то, чем мы тебя наградили. Четверка мечей – это то, что заблокировано, заблокированный талант. Был ли на самом деле талант драматурга-сатирика у Михаила Задорнова? Был ли он от рождения? Нет, друзья, здесь преграды какие-то не дают раскрыться таланту. Либо не дали раскрыться, он мог бы раскрыть себя чуть позже, но ему как не дают, все за него решают. Здесь преграды какие-то на пути встают. Я здесь не вижу именно таланта от рождения. Вполне возможно, он бы занимался также историей славянского народа. Да? Почему? Талант есть у каждого человека. Но вот именно талант сатирика, драматурга, я здесь вижу, как он рукотворный. Как Задорнов относился к русскому народу и русскому языку на самом деле и к человечеству в целом? Давайте узнаем. Как Михаил Задорнов относился к русскому народу, русскому языку и к человечеству в целом? Как он относился к русскому народу? Королева дисков. Королева дисков что у нас? Королева дисков – это мать-земля. Как он относился к русскому народу? Мать-земля. Мать-земля тебя всему научит. Идут такие слова на ум. Мать-земля, королева кубков. Видите, как много женской энергии. Либо много женской энергии в нем, либо очень много женщины вокруг него. Женщины, которая как раз-таки повлияла на его судьбу, на его жизнь. Да? Королева кубков – это любить природу. Да?
любил природу, любил русский народ, любить то, где находится русский народ. И именно вот место силы его – это русская земля. Место силы русская земля, но она не наполнена. Почему не наполнена? Потому что люди не знают своей истинной истории, читают книжки, которые не нужно читать. Пятерка кубков – высушенные кубки. Нет этой любви на самом деле. Или нет в людях столько любви, сколько я хотел бы видеть в них. Да? Как он относился к русскому народу? Вот мать-земля, красивая мать-земля. И нет столько любви в русском народе, сколько на самом деле должно быть. Вы даже не представляете, сколько у вас любви. Такое ощущение, что он хочет это сказать. Как он относился к русскому языку? Наполненный, да, наполненный русский язык, тот, который был когда-то. Шестерка кубков, карта воспоминаний, что было когда-то, что было, когда были наши предки, почему он начал копать, почему он начал искать, да, докапываться до истины, до сути истории славянского народа, настоящей истории славянского народа, потому что то, что было раньше, нет его сейчас. Нет истины русского слова. Как он относился к русскому слову? Хотел докопаться до истины, король жезлов. Он стремился, пытался, шел к этому. Но вот видите, не дошел, к сожалению, хотя, возможно, он выполнил какую-то свою миссию. Как Михаил Задорнов относился к человечеству в целом? Королева мечей. Как... Сейчас дополним эту карту, друзья. Как он относился к человечеству в целом? Как Михаил Задорнов относился к человечеству в целом? Как Михаил Задорнов относился к человечеству в целом? Люди выходят, сами люди, да, королева мечей, король кубков, люди под пристальным вниманием кого-то, да, люди не понимают, что они делают, или люди в иллюзии находятся. Почему в иллюзии, друзья, я объясню. Королева мечей – это жестокая женщина, как я уже сказала, женщина-узурпатор. Женщины стали не такими, какими они были раньше. Женщины, может быть, ну, как здесь, вы знаете, идет на ум, как не носят юбки, носят больше брюки, как мужчины себя ведут. Мужчины, наоборот, более любвеобильные, более, как вы знаете, как девочки, да, вот я рассказываю, вот как вот у меня прям идут его слова. Не то чтобы как девочки, а как более женственные, женоподобные стали. И они живут в какой-то иллюзии. Почему иллюзия? На карте король кубков у нас обозначен ракообразный. Ракообразный в карте Таро – это всегда отсылка к 18-му старшему аркану Луна, к иллюзии, к иллюзорности этого мира, к матрице, к тому, что мы живем в матрице. Карта маг, над нами кто-то шествует, кто-то управляет нами, а мы этого даже не замечаем. И мы меняемся местами. Мальчики с мальчиками, девочки с девочками, девочки ведут себя как мальчики, мальчики как девочки, и это все не должно быть. Не должно быть так, как и есть сейчас. Вот об этом он думает, чувствует, говорит, как он относится к человечеству. Ему человечество глубоко жаль, друзья мои. Хорошо, национальность Михаила Задорнова. Он действительно был славянин. Имеет ли он еврейские корни? Может быть, еще какие-то корни? Национальность Михаила Задорнова. Я все ваши вопросы, которые вы мне писали, да, в личные сообщения и в сообщения в чате, все ваши вопросы сейчас рассматриваем, друзья. Итак, Михаил Задорнов, его национальность. Национальность Михаила Задорнова. Действительно ли Михаил Задорнов был славянином? Действительно ли он был славянином? Там несколько кровей, да, намешанных. Кровей много. Четверка жезлов – это положительная карта. Вообще, да, действительно, славянином он был, но много намешанных кровей. От женщины и от мужчины. Ну, то есть от матери и от отца, да. Имел ли Михаил Задорнов еврейские корни? Имел ли Михаил Задорнов еврейские корни? Задавали мне этот вопрос, поэтому его задаю, друзья мои. Имел ли Михаил Задорнов еврейские корни? Ну, тут разные концы разных разной планеты, разные народы, разные языки. Имел ли еврейские корни принц кубков от отца? То есть вот от отца как голубых кровей. Вот здесь голубых кровей, может быть, даже какие-то, не то чтобы еврейские, а здесь какой-то знатный род. Но здесь карты отвечают положительно в любом случае. Еврейский род, знатный еврейский род, может быть, да, или несколько намешанных кровей из разных народов, разные языки, разные культуры. Но это не есть плохо, друзья.
Мы все братья и сестры на одной планете, да, я сейчас разбираю его национальность не потому, что там мне не нравится одна национальность, нравится другая, нет, не поэтому, абсолютно, это, во-первых, был ваш вопрос, а во-вторых, мы разбираем вообще человека, почему вот он захотел докопаться до культуры славянина, да, он считал себя славянином, действительно, но у него было очень много разных кровей, о которых он даже сам мог не знать, и от принца кубков, от мужчины были еврейские корни, вполне возможно, что и от женщины они были, но здесь вот как голубых кровей от отца, по отцу, возможно, какие-то князья в прошлом, да, управленцы и так далее. Хорошо. Входил ли Михаил Задорнов в тайные общества? Это масонская ложа, самое популярное, да, и оккультное общество. Входил ли Михаил Задорнов в тайные общества? Сначала ответим да или нет, потом уже посмотрим по отдельности. Входил ли Михаил Задорнов в какие-нибудь тайные общества? Я имею в виду оккультные общества. Ходил, да или нет? Нет, дорога туда закрыта. Дорогу туда тебе закрыта. А предлагали ли ему вообще когда-нибудь, если он не входил, или если перед ним закрыли пути дороги, предлагали ли когда-нибудь Михаилу Задорнову быть в масонской ложе или в каких-то оккультных сообществах, предлагали ли, хотя темный договор был, понимаете, да, но это не обозначает, что, имея темный договор, ты уже вхож в какие-то сообщества, общества. Это не значит абсолютно, друзья. Либо он был когда-то, но ему закрыли проход. Был ли он когда-то вообще? Давайте посмотрим. Был ли Михаил Задорнов когда-то в тайных обществах? Это масонская ложа, оккультные общества. Был ли когда-либо? Возможно, ему потом закрыли проход. Был ли когда-либо, состоял ли когда-либо Михаил Задорнов в тайных сообществах? Нет. Нет, здесь, друзья, как проход закрыт, тебе туда нельзя. Предлагали ли ему... Принц мечей, закрыто, да, принц мечей – это тоже жестокий принц, который убивает, который ранит, глушит, человек-воин, человек, который не хочет, чтобы входил, да, в тайное общество, где он состоит, совершенно другой человек, который к этому не имеет никакого предназначения. Нет, не входил никогда, и ему не предлагали, потому что он был совершенно другой. Даже после подписания темного договора они, те, что наверху или те, что внизу, называйте как хотите, да, глобалисты, они понимали, что это совершенно другой человек. Это другая душа, другой дух. Хорошо. Тогда откуда вообще Михаил Задорнов столько всего знал? Откуда он получал знания? Было ли какое-то посвящение вообще у Михаила Задорнова? Откуда он получал эти знания? Все, которые... Откуда он получал... Тут как самостоятельный человек, да? Колесница – самостоятельная личность, как я уже вам говорила, хочет оторваться от маминой груди. Откуда Михаил Задорнов черпал знания? Откуда он их получал? Самостоятельная личность, сам творю свою историю. Откуда Михаил Задорнов черпал знания? Мне были закрыты дороги, но я самостоятельно творил свою историю. Очень многое мне было недоступно, но я пытался докопаться до истины. Откуда он черпал? Принцесса Жезлов, еще какая-то принцесса Жезлов рядом с ним была. Но принцесса – это молодая девушка, которая ему помогала в чем-то. Молодая девушка, интересная, красивая, открытая. Девушка, которая могла ему помогать в каких-то вот тайных, кстати говоря, знаниях, да, тайные знания какие-то давать, или они вместе изучали какие-то тайные знания. Такое ощущение, что было, может быть, какой-то роман даже с этой девушкой, потому что принцесса Жезлов здесь обозначена как сексуальная, грациозная, интересная, молодая дама, молодая причем, да, когда он уже, будучи во взрослом возрасте, начал докапываться до истины он практически докопался, потому что карта Луна, она здесь карта тайных знаний, и вот эти тайные знания, он как-то посвящал в это женщину свою, или женщина его посвящала в тайные знания. Проход для нас был закрыт, но мы все равно пытались самостоятельно решить определенные задачи, да, которые перед нами стояли, которые мы сами перед собой поставили. Хорошо. Как к Задорнову, Михаилу, вообще относились глобалисты, те существа, кто управляет этим миром? Все равно им было на него, или он как-то мешал им? Вот как к Задорнову, Михаилу, относились глобалисты, те существа, кто управляет этим миром? Как к Михаилу Задорнову относились глобалисты, те существа, кто управляет этим миром? Как они к нему относились? Мешает работе.
Тройка пентаклей – это работа, совместная работа, обучение, подстраивание, а он не подстраивается, он сам по себе, потому что он король жезлов, король, не принц, заметьте, яркий, темпераментный, необузданный, его нельзя обуздать, его нельзя взять за вожжи и сказать «стой на месте», да, здесь невозможно так, он мешает нашей работе. Мешал он им, конечно, мешал он им знатно, принц дисков. Как направление энергии, вектор направления энергии, не в то русло, в какое нам необходимо. Здесь очень много людей, как будто ему помогало еще много людей, друзья. Ему помогает много людей, за ним много кто стоит, и за ним идут, как вот тянутся на эту энергию необузданную, яркую, сильную, темпераментную. За ним тянутся, колесница едет, принц дисков едет. За королем жезлов тянутся все, подтягиваются принцессы мечей, мужчины и женщины, и сливаются воедино, как в общество, это как община. Он собирал общину, он мешает нашей работе, он говорит и делает то, что нельзя говорить, понимаете, иначе он будет устранен. Вот здесь об этом речь. Он мешал работе глобалистов, не то, что прямо мешал сильно, да, но говорил какие-то такие вещи, которые могли натолкнуть общество на то, что оно совершенно другое, на то, что нас дурят на самом деле. Чего хотел добиться Михаил Задорнов, донося информацию людям о настоящей истории славянского народа, о наших предках? Его главная цель во всем этом, что он хотел донести до людей? Что хотел донести до людей Михаил Задорнов, донося информацию о настоящей истории славянского народа, а не о той, которая написана в книжках, потому что мы сами знаем, что историю творят победители, да, и пишут ее тоже они же. Чего хотел добиться Михаил Задорнов, донося информацию людям о настоящей истории русского народа, о наших предках? Чего хотел добиться Михаил Задорнов? Правды хотел добиться, чтобы она всплыла наружу, чтобы она вскипела, и чтобы мы стали победителями своей жизни, своей судьбы, управленцами, чтобы мы сами могли, понимаете, управлять своей жизнью, своей судьбой. Чего он хотел добиться? Правды сквозь время, сквозь года, сквозь века. Того, что по 20-му старшему аркану время, здесь не страшный суд называется, а время. Почему время? Потому что время – это высокий пантеон, до которого не добраться. Нам нужно копать глубоко, всю свою жизнь мы можем копать, но не добраться до истины. Он хотел быстро нам эту истину донести, для того, чтобы мы в эту истину окунулись, и для того, чтобы сами были управленцами своего времени. Понимаете? Все то, что сейчас происходит у нас, эти церкви, храмы, религия, которые нас подчиняют, да, которые подчиняемся мы, народ. Раньше такого не было. Раньше люди, как он говорил в одном своем интервью, люди были люди природы. Они никому не подчинялись. У них были боги, да, они кланялись своим богам, они приносили им какие-то дары, кто мед, кто настойку какую-то, да, здесь все на деньгах завязано. Вот на сегодняшнее время, в сегодняшнем времени все завязано на деньгах. Религия, она не объединяет, понимаете? Религия, она наоборот разъединяет людей, но это отдельная тема для разговора. Если хотите, смотрите у меня на закрытом канале, что такое церковь на самом деле. Да, друзья, я вас не призываю сейчас ни в коем случае отказываться от своей религии или не ходить в церкви, но просто я говорю о том, что хотел все-таки донести до людей Михаил Задорнов, о том, что мы свободные люди, и о том, что мы были такими всегда, и наши предки были такими. Наслаждайтесь моментом, наслаждайтесь временем, время уходит без следа, и вы будете прорабатывать свои кармические задачи, если они не проработаны в этой жизни, в следующей жизни, если вы не поймете, что такое на самом деле ваша жизнь и ваша свобода. Хорошо. Как вообще он пришел к этому? Как Михаил Задорнов к этому пришел? Ему это приснилось, пришло какое-то осознание к тому, что он хочет докопаться до истины и узнать настоящую историю, то, что скрыто от нас. Несмотря на то, что, обращаю ваше внимание, у него был заключен темный договор через мать, я так понимаю, что он пошел против этого темного договора. Да? То есть сначала он действительно стремился и к солнцу, выше к солнцу, да, к просветлению, в кавычках, если это можно так назвать, и шел высоко, далеко, был сатириком, драматургом, его все встречали с почестями, а потом он как отшельник такой, понимаете, он стал снимать свои фильмы, вообще пошел в другую сторону. Ну, вот так, да, то есть в противовес вот этим темным силам как раз-таки. А как вообще Михаил Задорнов пришел к этому, к просветлению, к тому, что он хочет докопаться до истины, узнать настоящую историю славянского народа, ту, что скрыто от нас?
Как он пришел к этому? Как Михаил Задорнов пришел к тому, что он хочет докопаться до истины, до основной сути истории славянского народа? Как он к этому пришел? Предки, как знаете, как предки подсказали. Предки подсказали и привели на определенное место, как место силы или место предков. Или он проходил мимо какого-то места, где вот обитали его предки, или он услышал зов предков. Такое может быть либо во сне, либо в момент сонного паралича, либо просто пришло осознание, да, то есть он сам к этому пришел, ему никто не подсказывал. Принц кубков. Здесь не человек ему подсказал, а подсказало ему его естество, его род, мужской род, причем, что интересно, да, потому что женский род, как вы помните, был против того, чтобы он там докапывался до какой-то истины. Ты просто будь популярным, будь известным, зарабатывай, получай большие ресурсы, много денег. Это самое главное, что необходимо, да, несмотря на то, что мама там его в детстве учила каким-то светлым моментам, светлым вещам, она захотела все-таки пойти в меркантильную сторону, а вот именно род отца его повел к пути просветления. Либо приснился ему отец, либо кто-то из рода отца приснился, да, здесь как сон наяву, да, вот так это можно назвать. Удалось ли Михаилу Задорнову раскрыть тайны истории славянского народа, слова и докопаться до истины? Удалось ли вообще Михаилу Задорнову раскрыть тайны истории русского народа, слова и докопаться до истины? Удалось ли ему это сделать? Дошел ли он до этого? Выполнил ли он свою миссию, которая стояла перед ним на этой земле? Удалось ли Михаилу Задорнову раскрыть тайны истории славянского народа, слова и донести их до людей, докопаться до истины? Удалось, и поэтому, скорее всего, опять те же самые карты выходят, друзья мои. Удалось. Сквозь время, сквозь года, не сразу. Опять-таки, да, он практически дошел до того момента, когда он уже начал собирать людей в общины, в группы определенные, да, когда его начали слушаться. Те же самые карты выходят, посмотрите, мешай, не мешай, да. Удалось ли ему докопаться до истины? Удалось докопаться до истины, но миссию-то главную он не выполнил, потому что он должен был пойти дальше, друзья мои, да, он должен был пойти дальше. Его путь был далеким, но ему просто не дали. Он остался в хороших воспоминаниях у тех людей, которых он собрал, да, и случилась башня. Случилась башня, потому что око за ним следило. Обратите внимание, да, как карты интересно складываются. Докопался ли он до истины? Да, докопался и уже хотел донести правду людям сквозь время, сквозь года, потому что собрал людей в определенные общины, и они готовы были двигаться за ним, потому что карта сила. У него есть та сила, та мощь, та явь, которой наслаждались те люди, которых он собрал. И он собрал бы еще больше, поверьте, но, к сожалению, он остался в хороших воспоминаниях, потому что его, скорее всего, убрали. Мы сейчас посмотрим, естественно ли его болезнь вообще, причина его смерти. Карта башни случилась, потому что за ним следило третье око, глаз. Это масонский символ, да, все знаете, я думаю, что... Такой вопрос. Задорнов появился на программе «Гордон Кихот». Если не видели эту передачу с участием Задорнова, посмотрите обязательно хотя бы кусочек, это очень интересно. Как Задорнов вступает в полемику с псевдоучеными и священниками, приглашенными на эту передачу, и самим Гордоном, соответственно. Итак, Задорнов появился на программе «Гордон Кихот», где выступал с определенной целью показать и раскрыть истину русского слога. На программу пригласили священников, как я уже сказала, ученых, которые выступали против Задорнова и всячески пытались подвергнуть критике его слова и опровергнуть их, всячески унижая его лично, что совершенно неуместно, я думала, что я смотрела как раз вчера этот кусочек. Цель того, кто пригласил Задорнова на передачу, какова была его цель или их цель? Его хотели дискредитировать, унизить, обозначить как обыкновенного сатирика, кем он и является, да, кем он и являлся, как все считали. Какая цель тех людей, которые пригласили Задорнова на передачу «Гордон Кихот»? Унизить, дискредитировать. Что они хотели этим показать? Или они вообще не ожидали от него такой прыти? Обязательно посмотрите этот кусочек, это очень интересно, друзья. Цель тех людей, которые пригласили Задорнова на передачу «Гордон Кихот», где он вступил в полемику с, как я считаю, псевдоучеными как раз-таки, да, и псевдосвященниками. Цель этих людей, которые пригласили Задорнова на программу «Гордон Кихот». Одержать победу над человеком. Одержать победу над человеком, заставить его как
как сумасшедший, знаете, вот как человек не из этого мира, а человек из другой вселенной, в прострации где-то обитает, как сумасшедший. Дискредитировать, унизить, действительно назвать сумасшедшим, не дать ему дорогу дальше идти, не дать ему дальше высказаться. Они просто не ожидали от него такой прыти. Неожиданная прыть. Здесь почему-то очень много женских карт. Луна здесь женская карта, да, здесь принцесса жезлов, почему тут как женская здесь идет. Женская либо женщина приглашала, либо там главная была женщина, либо женщина как-то главный редактор может быть на передаче, да, потому что здесь женская. Женщина пригласила. Одержать победу, разбить сердце, тройка мечей, как предательство. Предательство человека на передаче. Он не ожидал, что на него так будут нападать. То есть это было для него неожиданно. Помните, я вначале говорила его слабые стороны. Он не то чтобы обижается, но очень печалится, когда ему не верят, когда не доверяют каким-то его словам, каким-то его аргументам. И для него это печально. Женщина пригласила для того, чтобы одержать победу, закрыть ему все дороги, все пути, причем в прямом переносном смысле этого слова. Вполне возможно, что те, кто стоит за этой передачей, они как раз-таки являются носителями такого искусства, как черная магия, да, черная магия, гипноз, и здесь карта Луна еще обозначает карту сумасшедшего. Ты сумасшедший, тебя никто не хочет слушать, вот там, кстати, про него так и говорили на передаче, что ты сумасшедший, здесь как раз эти карты и выходят. Ты сумасшедший, тебя никто не будет слушать, закрыть ему дороги, а у него еще больше появилось потенциала после этого, понимаете? Вот здесь как интересно, разбить ему сердце, но он, да, у него еще больше потенциала раскрылся, но он не унывал после этой передачи, он, наоборот, их всех сделал. Цель была дискредитировать, унизить человека, закрыть ему дороги, одержать над ним победу. Специально его пригласили для того, чтобы его высмеять и показать обыкновенным сатириком. Теперь к самому главному перебираемся, к сути. Это причина болезни Михаила Задорнова. Она естественная или рукотворная? Что значит рукотворная? Приложил ли к этому руку человек или сущность? Человек, конечно, к этому руку вряд ли сможет приложить, но вполне возможно, если это порча, друзья. Но за любой порчей стоит сущность, как вы понимаете, да, потому что темная магия – это всегда человеку помогает сущности. Он сам не может наложить порчу на человека. Надеюсь, вы понимаете, как это работает. Итак, причина болезни Михаила Задорнова естественная или рукотворная? Причина болезни, заболевания, онкология Михаила Задорнова. Причина болезни Михаила Задорнова. Она естественно образовалась опухоль, или она рукотворная? Кто-то приложил к этому руку. Она, конечно, рукотворная, да, старший аркан у нас выпал на, и аркан смерть у нас выпал на сущностей, потому что смерть – это не живое. Это не живое, ее нельзя потрогать, это сущность, это другое измерение, это трансформация, это пространство, это есть все и его нет. Нельзя потрогать смерть, да, ее можно только ощутить, ее можно почувствовать, можно услышать ее запах и так далее. Здесь у нас вышел младший аркан, это неестественное проявление. Именно аркан старший у нас выпал на, ну, конечно, посмотрите, сразу Луна выходит, на то, что это либо порча, либо подселенцы какие-то, либо это просто какое-то другое оружие. Мы сейчас выясним, какое вообще, как эту болезнь насаждают на человека, как внедряют в человека эту болезнь, да, то есть это непонятно просто, это порча или что это было вообще такое, потому что здесь два старших серьезных аркана, как раз-таки аркан смерти, аркан Луна, темный мир, выходят на то, что это рукотворная болезнь, спрограммированная, спроецированная, внедренная, называйте как хотите, сейчас узнаем, как именно. Вот так же, как и Задорнов, от онкологии ушли люди, которые хотели раскрыть правду человечеству, такие как генерал Петров, Левашов Николай, Сергей Данилов. Посмотрите, кто эти личности, очень интересно, друзья. Они все так или иначе являются исследователями настоящей истории и пытались донести до людей правду. Связаны ли их смерти между собой не столько диагнозом, сколько оружием, которое применялось против них? Оружие, я имею в виду, это как раз-таки внедрение болезни в человека. Если не понимаете, о чем я говорю, напишите в комментариях, я обязательно раскрою вам эту тему про глобалистов, про тех людей, которые подсаживают болезни людям, которые им мешают. Итак, связаны ли их смерти генерала Петрова, Левашова Николая, Сергея Данилова, Михаила Задорнова между собой не столько диагнозом, сколько оружием, которое применялось против них глобалистами? Связаны ли эти смерти? То есть они ушли от естественного заболевания или от рукотворного? Левашов Николай, Сергей Данилов, генерал Петров, точно так же, как и
Михаил Задорнов ушли от рукотворного или от естественного заболевания? Это было естественное заболевание или это было рукотворное заболевание? Ну вот на самом деле здесь объединяет их что-то, объединение чего-то, да? Естественное ли заболевание? Тайна. Нет, это не естественное заболевание, друзья. Несмотря на то, что у нас на естественное заболевание вышел старший аркан, у нас вышли такие арканы, что мы должны понимать, что у нас вышел Иерофант. Иерофант, который не хочет раскрывать того, что это за заболевание было. Вполне возможно, что у них было даже не онкология, да, нечто другое, просто внедрение чего-то или внедрение каких-то сущностей. Потому что карта Иерофанта говорит о тайне и о внедрении каких-то сущностей, о черной магии, ну и о многих оккультных вещах. Да? Карта башня говорит о том, что око следит за нами. Здесь башня имеется в виду разрушение рукотворное, объединение в общины. Несколько человек. Михаил Задорнов, генерал Петров, Сергей Данилов или Вашов Николай. 4 человека. Объединение в общину. Что их объединяет? Объединяет одна болезнь. А болезнь какая? Рукотворная, рукотворная, потому что третий глаз следит за ними. И это все осталось в тайне. Это тайна, покрытая мраком, которую никто никогда не раскроет. Но вполне возможно, слава Богу, если это будет через много-много лет. Поэтому их всех объединяет одно, то, что их устранили, друзья. Следующий вопрос. А какое оружие против Задорнова и других подобных людей, которые хотят донести правду до народа, используют глобалисты? Как и подсаживают болезнь? Как они подсаживают? Это порча. Им звонят на телефон, говорят что-то, да, наговаривают. Как в случае, кстати, с генералом Петровым, когда он в прямом эфире общался с масоном, когда он использовал какие-то определенные техники для того, чтобы его заговорить. Спросите меня в комментариях, что это за случай, я вам расскажу. Либо найдите сами в интернете. Какое оружие против Задорнова и других подобных людей, которые хотят донести правду до народа, используют глобалисты? Что это за оружие? Как они подсаживают болезнь? Каким образом они это сделали в случае с Михаилом Задорновым? Как Михаилу Задорнову подсадили болезнь? Как это получилось? Каким образом это сделали, друзья? Так, через как вот, знаете, здесь участвовало два человека, которых вполне возможно Михаил Задорнов мог знать. Принцесса кубков и король кубков. Либо он мог их знать, либо это пара. Это пара какая-то, которые являются приспешниками глобалистов. То есть они на них работают. Это пара однозначно, которую знал Михаил Задорнов. И это обыкновенное внедрение через пищу, либо через воду. Здесь как давно внедрили, давно сделали, как будто давно боролся с этой болезнью, или давно хотели это сделать через воду, через как отравленная вода или отравленная пища. Но здесь в данном случае как отравленная вода, что-то в воде. Это заговоренная вода или наговоренная на воду что-то, какой-то ритуал проведенный. И король кубков и принцесса кубков его знали. Это как пара, они вдвоем, они работают на глобалистов. Достаточно давно он их знает и достаточно давно хотели это сделать. И одержали над ним победу. Не было другого пути, не было другого выхода, кроме как, вы знаете, как напоить тухлой водой. Но эта вода не тухлая, а что-то вот в ней содержится. Как вы знаете, выпил и как заговоренная, как это ритуальная вода. Это черная магия, по-другому, да, друзья? Это черная магия. Это идти против темного договора. Если ты идешь против темного договора, тебя устраняют, тебя убирают. Если вы не верите в черную магию, тогда вам точно не сюда, друзья, потому что здесь мы раскрываем такие темы, о которых невозможно молчать, о которых на других каналах, возможно, не расскажут. Это не теория заговора, это все-таки наша жизнь, это не совсем теория заговора. Это магия в чистом его виде, в чистом проявлении. Это магия, которой мы умели пользоваться тогда еще, когда были наши предки. Но мы сейчас об этом не знаем, друзья. И поэтому во времена инквизиции сожгли всех ведьм, да? И сожгли всех ученых, которые пытались донести правду до человечества, то, что мы умеем пользоваться какими-то определенными инструментами. И тогда глобалистам нас было бы не победить, понимаете, о чем речь. Есть ли защита вообще от этого оружия, от того оружия, которое применяется против Задорнова или еще каких-то других подобных людей? Я так понимаю, что на каждого свое оружие, да, у каждого свой ритуал. Тем людям, которые подсаживают эту болезнь, действительно подсаживание болезни, внедрение болезни в организм через воду, через напитки какие-то другие, через еду ту же самую, да? Есть ли вообще защита от этого оружия? Как защититься от этого оружия?
от нападения глобалистов, да, если вы хотите донести правду, там, допустим, до народа, какую бы ни было. Если защита от этого оружия, если она вообще, возможно ли это время. Карта 20-го старшего аркана Страшный суд говорит, что да, защита есть, время, защита в предках, защита в роде, защита, если ты будешь пробивать, узнавать информацию, как это делал Михаил Задорнов, собственно говоря, да, если ты будешь самостоятельно как-то к этому идти, и защита от магии только в магии, да, то есть если ты будешь узнавать через предков, через свой род, как защититься, то тебе в любом случае будут даны тайные знания, белая магия, которой ты можешь защититься от этих сил, и тогда ты победишь, друзья. Вот здесь об этом речь. Защита так что есть в любом случае. В своей повести «Поцелуй ведьмы» Михаил Задорнов писал о встрече с таежной ведьмой, предсказавшей ему опухоль в будущем. Как сам Задорнов отнесся к этому предсказанию? Поверил он в него, испугался, потому что сам он вроде говорил, что он не поверил изначально, да? Как Михаил Задорнов отнесся к информации о том, что таежная ведьма ему сказала о опухоли в будущем? Как он отнесся к этой информации? Будем над этим работать, мы будем думать, если вот когда придет, когда возникнет такая ситуация, будем подстраиваться под ситуацию. Я не вижу в этом ничего такого, однако карта Луна говорит нам о том, что здесь в подсознание человека внедрили информацию. Как это работает, друзья? Следующий вопрос у меня как раз-таки был о том, что являлось ли предсказание одной из причин, по которой возникла опухоль. Да, являлось предсказание одной из причин, по которой опухоль возникла, потому что таежная ведьма появилась в его жизни не случайно, она была ниспослана тоже кем-то свыше, да? Свыше я имею в виду глобалистов, а не Всевышнего. Так вот, здесь информация должна была быть засажена, зерно должно быть посажено было, да, для того, чтобы человек прокручивал эту информацию, и для того, чтобы человек в конце концов поверил, несмотря на то, что он не хотел в это верить. Это как гипноз определенный. Вообще, карта Луна здесь карта гипноза. Я внушаю тебе, что у тебя будет опухоль, да. Как это повлияло? Очень серьезно повлияло, и потом его просто добили вот этой тухлой водой, да, которой его напоили. Здесь вот об этом речь. Ведьма предсказала болезнь Задорнова до его интереса к истории славянского народа или после? Таежная ведьма предсказала болезнь Задорнова до его интереса к истории славянского народа или после? Это очень важный вопрос. Объясню почему. Потому что если бы он не копал глубоко, то, возможно, вполне, что он был бы жив и здоров сейчас, да? Потому что он никому бы не мешал. Таежная ведьма предсказала Михаилу Задорнову болезнь до его интереса к истории славянского народа или после? После, конечно. После того, как он начал интересоваться, старший аркан справедливость, после того, как он хотел добиться справедливости, у нас выходит после того, как я начала интересоваться историей славянского народа, ко мне подослали эту ведьму, с которой я познакомился, естественно, ее подослали. Это матрица так сработала, или глобалисты, называйте как хотите, да, для того, чтобы она эту информацию мне путем гипноза внедрила, и для того, чтобы я в нее поверил, хочешь не хочешь, а в такую информацию будешь прокручивать в голове, да, и это было специально сделано, потому что он зашел туда, куда он не должен был заходить, на чужую территорию, скажем так. Чего бы мог добиться Задорнов, как бы он мог раскрыться, если бы его не убрали? Чего бы мог добиться Задорнов, как бы он мог раскрыться, если бы его не убрали? Друзья, напоминаю вам, что у меня есть телеграм-чат, открытый телеграм-чат, подписывайтесь, пожалуйста, на него, он указан в комментариях под видео, где мы обсуждаем все темы для будущих раскладов, которые вы мне советуете, и, соответственно, я по вашему наитию делаю эти расклады на своем канале. Подписывайтесь, общайтесь там с подписчиками, очень интересный чат, он абсолютно открытый, бесплатный, поэтому, пожалуйста, welcome. Итак, чего бы мог добиться Задорнов, как бы мог раскрыться, если бы его не убрали? Объединить людей и стать кем-то выше, ну, то есть стать, возможно, каким-то отшельником, волхвом, да, если он таковым не является по касте, мы сейчас, кстати, посмотрим, кто он по касте, да, стать кем-то выше, собрать людей с разных стран, с разных городов, собрать общины, и вполне возможно, люди жили бы по-другому, потому что башня здесь переворот всего, мы живем не так, как жили прежде, все. Объединить других людей, кто-то бы, конечно, пошел на попятную, потому что было бы очень много угроз, в любом случае
угроз было бы очень много, к Задорнову я имею в виду, да, претензий, угроз, но тем не менее общины бы были, и он бы был кем-то вышестоящим в этих общинах, да, чего он мог добиться, он мог раскрыть правду людям и начать все сначала. Посмотрите, я эту карту прям ждала. Дурак. Дурак – это альфа, он есть и его нет. Он центр вселенной. Здесь дурак выходит из матки. Это как зарождение чего-то нового. Все, люди бы жили по-другому, понимаете? Один человек мог бы перевернуть целый мир. Почему? Потому что он собрал бы других людей в общины. И другие люди могли бы собирать других людей. И вот это вот собрание светлых душ, оно бы повлияло на деятельность глобалистов, вполне возможно, поэтому они так испугались. И вот как раз-таки в Ведах есть разделение человечества на касты. Еще два вопроса, друзья мои, и закончим. В Ведах есть разделение человечества на касты. В какой касте можно отнести Михаила Задорнова? Есть каста волхвов, как раз-таки, да, это брахманы. Есть каста, простите, кшатрий, воинов, это управленцы. Есть каста торговцев, купцы, есть каста шудров, это рабочие. К какой касте в Ведах можно отнести Михаила Задорнова? Потому что многие знакомые его, которых он уже собрал в своей общине, называли его волхвом по-своему. К какой касте в Ведах отнести Михаила Задорнова? Он был волхвом, управленцем, торговцем или рабочим. Здесь очень воинственные карты такие выходят на самом деле, да, друзья мои, поэтому здесь карта «Путь к просветлению», я здесь даже разделять, скорее всего, не буду, здесь такие карты у меня выходят, что поставить на паузу все, что было раньше, и все не будет так, как прежде, так как я воин. Воин и путь к просветлению – это духовенство, это волхв. Тут и между волхвом, и между управленцем я его вижу, да, то есть он воин, он носитель правды, и он хочет открыть эту правду, поэтому он воин, он управленец, он человек, который идет к просветлению, это волхв. И здесь поставить все на паузу, это значит, все не будет так, как прежде, друзья, вот как вот разделение между двумя кастами я его вижу. И, наконец, последний вопрос, друзья, куда попала душа Михаила Задорнова? Куда попала душа Михаила Задорнова? Где она сейчас находится? Она переродилась, или она пошла куда-то выше, куда-то дальше, или она не может переродиться, она мучается, находится в астрале. Куда попала душа Михаила Задорнова? Куда попал дух Михаила Задорнова? Дух, душа – это проводник все-таки нашего духа, да? Куда попал дух? Куда попал истинный свет Михаила Задорнова? Куда он попал? Где он сейчас находится? Мечется между двух миров, пытаясь найти счастье. Это пытаясь найти новое тело, король мечей у нас вышел, да, новое тело, тело воина, который придет на эту землю, снова что-то нам будет доказывать, говорить, рассказывать, да, и он снова придет. Обязательно придет в скором времени, потому что, да, в скором времени, говорю, колесница, желание вырваться из того пространства, которое есть сейчас, и поиск нового тела для своего духа, для своей души, для того, чтобы счастье, для того, чтобы привнести людям в этот мир счастье, свет, и для того, чтобы доказать, что все, что мы видим сейчас перед собой, это неправда, друзья мои, неправда, которая нас окружает, и мы должны узнать правду, мы должны пролить свет на истину. Друзья, пожалуйста, пишите свои вопросы к этому видео, комментарии, на которые будете ставить больше всего лайков, вопросы, на которые будет стоять больше всего лайков, я буду делать на них шорт-видео для вас, отвечая на ваши вопросы. Напоминаю вам о том, что у меня есть личные расклады и обряды. Мы делаем обрядовые свечи из натурального воска своими руками. И сейчас у меня вышло 2 курса по колоде карт «Триумф Луны» Патрика Валенса и «Безумная Луна» Патрика Валенса, где я обучаю вас не только теории, но и практике. А я вас очень люблю, друзья мои. До новых встреч!